Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время. События, неожиданности, которые ожидают в ближайшие дни. Ну, будем говорить, возможные разные внезапности. И сегодня мы с вами рассмотрим вопросы, которые не вписываются в рамки времени. По сути, это то, что будет происходить в июне. А почему не вписывается? А июнь самый такой, как бы в разных энергиях проходит. И, вы знаете, вот к такой тенденции нужно настроить себя, наверное, даже до конца года. Поэтому давайте вот прогноз без границ. И если мы говорим сейчас, начало июня, Венера у нас в Раке, это доброе время, семья, дом, комфортное жилище, личные вопросы, именно вопросы пары. Прекрасное время, хорошее настроение. И нас ожидает с вами волшебный транзит с 9 по 13, потому что встреча двух планет, как и ваша планета-управитель Юпитер, называют ее планетой большого счастья, так и планета Венера, как будто встречаются, редкий очень транзит, и это считается очень щедрым временем. Ну, давайте пойдем, достанем 6 карт, пойдем дальше, да, и узнаем, что же в вашей жизни дальше. И рассмотрим, я так надеюсь, те вопросы, которые вам дадут, ну, ценные подсказки, прогноз будет полезен. Первое, вот по части внезапности, что вас удивит, что будет для вас неожиданно? Ну, соответственно, с чем, с кем это будет связано? Возможные документы, у кого-то просто внешние факторы. Ну и к чему это все идет или приведет, к чему это приготовиться? Как изменится ваша жизнь в июне, мои дорогие? Может быть, вы тут какую-то перерокировку своей собственной жизни устроите. Я такого не исключаю. И следующая карта – отдаленное событие. Отдаленное, может быть, это и конец июня. И, к слову сказать, ваша планета Юпитер 30 июня войдет в знак зодиака Лев. Это вообще для всех знаков зодиака стихия огня. Для вас, мои дорогие, в том числе прекрасное время. Как минимум, вообще это будет длиться календарный, не календарный, а вот, ну, год до середины 2027. Но как минимум до конца этого календарного года нужно постараться сделать как можно больше. И достанем карту совет, которую раскроем в самом конце. Итак, что же тут внезапно? Шикарная карта. Вот, наверное, все то, что я говорила, вам карта это подтверждает. Мы часто трактуем шестерку Пентаклей как помощь высших сил. Это добрая энергия. Но это еще и карта финансового успеха, получения буквально денег. Может быть, у кого сейчас сложная ситуация по финансам, тогда мы... Ну, будет какая-то, пусть лазейка для кого-то, а может быть для кого-то возможность решить тот или иной вопрос. Если это документов касается, к примеру, то будут знающие люди или, знаете, кто может помочь даже дельным советом. Это вот как-то аура вокруг вас будет складываться именно таким образом, чтобы у вас что-то получилось осуществить. Хотя руки тянутся за деньгами, тут вот нам буквально Чиро Маркетти изобразил, и поэтому будьте внимательны с деньгами, могут у вас попросить в долг. Эта карта, энергия этой карты работает в одном направлении, когда вот вам высшие силы помогают. Но вам это нужно кумулировать. Вот именно воспользоваться этим временем, я бы сказала, с прицелом точно. И следующая карта вторит, еще раз подтверждает. С прицелом как минимум на полгода. Так вот, это по этой карте это всегда к нам кто-то обращается. Или вас могут, мои дорогие стрельцы, словно растягивать в разные стороны. Отрывать отдел от ваших. Вот тоже будьте к этому готовы. Мы ведь смотрим на внезапности, поэтому тут могут быть люди, которые... Вы, может быть, даже и не думали, а к вам человек обращается, ну, к примеру, по работе. Пришли на работу вот такой день, а может быть, таких дней будет много. У вас есть свой план, вы знаете, чем вы будете заниматься, и вдруг тут зненацку что-то сваливается на голову, или какой-то человек вам подходит, вот сделай за меня какую-то выполни работу. Тут ведь разный может быть подход, знаете, кто-то может нам говорить, нет, я не смогу, а только у тебя получится. Ну, так это могут усыплять нашу бдительность. Карта вот просто кричит о том, что стрелец, вот у тебя сейчас силы тебе высшие дают. Именно высшие энергии, высшие силы, опять же, получается у нас тут такая метаморфоза из слов. Доброе время для того, чтобы себе вот что-то доброе сделать, полезное. Мы можем потратить всегда по этой карте, рискуем.
потратить время на те вопросы, когда бонусы будет получать кто-то другой. Здесь вот нужно действовать по справедливости. Может быть, и от вас потребуется подписывать какие-то документы. Вот я не исключаю. По справедливости вы сами можете получить какую-то бумагу или известие. Должна сказать, что другой транзит ретро-Плутона нам создает, знаете, какой-то такой ключевой вопрос или какую-то тему. Может быть, это касается финансов, у кого-то личной жизни, пусть это будет у кого-то работа. Мы все разные все же. Знак зодиака не говорит о деталях жизни каждого из нас. Так вот, тот вопрос, который сформировался на начало июня, вы, возможно, будете в течение лета шаг за шагом разрешать. Может быть, не так быстро, не одним махом. Иногда эта карта, все-таки карта кармы называем, возвращает иногда и наши ошибки. Вот в виде документов. Раньше мы не могли подписать, а теперь можем. Или мы раньше не могли что-то оформить, а теперь новая конфигурация в новых энергиях, но теперь это получается. Или, может быть, переписать, переоформить. Будьте к этому готовы. Конец июня. Должна сказать, что у нас еще там петля Меркурия, то есть там ретро-Меркурий будет. И это может быть тоже связано с возвращением чего-либо или кого-либо. И раньше что-то у нас не получалось, а теперь будет доброе время. Но будьте внимательны, ну вот к тому, как работает в отношении вас закон. Что я хочу сказать? Перед тем, как на что-то согласиться, может быть, поэтому карта, вот посмотрите, две, в принципе, добрые карты. И где-то это вам как по судьбе. Вот все то, что происходит вокруг вас, все то, что касается вашей жизни. И даже пусть среди людей вашего окружения тоже там что-то у них меняется, но каким-то образом это на вас будет воздействовать. Стало быть, прекрасное время с чем-то разобраться. Причем по справедливости разобраться. Карта не говорит о том, что мы, ну как лезем в бутылку, нет, конечно. Или мы тут давим авторитетом. Шестерка пентаклей именно на договоренности больше работает. Ну давайте откроем, с кем это связано. С каким-то вопросом, который вас очень долгое время мучил. Карта внутренних страхов, карта внутренних сомнений. Получится, не получится. Вам буквально жизнь дает какой-то шанс, но для этого вам, ну вот как в этой карте. Человек читает книгу, да? То есть он занят своим делом. И вдруг, откуда ни возьмись, рука кубок подает. Как минимум нужно встать, взять этот кубок, разобраться вообще, что это такое. Но не подзастрять именно в том, ну, в какой-то своей проекции. Может быть, я говорила, свои даже где-то планы. А может быть и другая конфигурация. Если мы говорим семерка жезлов, мы можем настолько, к примеру, увлечься, ну, или помощью кому-то, или начать участвовать в каком-то деле. Почему карты говорят? Тут силы не равны. И, может быть, сложится такая ситуация временная, точно, когда вам время будет нужно для того, чтобы свое какое-то дело осуществить, довести до ума. Вот посмотрите, восьмерка кубков – это когда мы ищем выход, и мы его находим. Иногда это такое, как пограничное состояние между прошлым и будущим. И да, тут явно какой-то вопрос, который долго не решался, вам судьба конкретно дает возможность это решить. И пусть это выбора карта, да? У кого-то напрямую может касаться именно выбор по личной жизни. Но, может быть, это где-то будет и работа, хотя тут много кубковых карт с картой влюбленная. И аркан император. Это карта власти, это карта законников. Но где-то у нас аркан справедливость тоже нам о законе говорит. Поэтому вам, наверное, необходимо четко понимать, как работает в отношении вас закон. Для кого-то из вас, мои дорогие, конечно, карта будет говорить, что с кем, с чем будет связано. Возможно, это руководство, возможно, и руководство на работе меняется, и вам может поначалу так быть непонятно, как настроен человек в отношении меня, или, может быть, человек новый. Но для вас, опять же, это благо. Да, еще предстоит как будто подняться, да, и вот этот кубок взять, понять, что с ним делать, как взаимодействовать, может быть, с конкретным человеком. Какую для себя, как, ну, политику организации собственной жизни, потому что по аркану императора эта организация идет. Да, у кого-то проиграется, как контора конкретно, офис, ну, может быть, у кого-то и в судах идут дела, слушания. Но эта организация имеется в виду
пересмотреть режим собственный. Может быть, график жизни пересмотреть. А для кого-то это может быть и связано с мерой ответственности. Сил у вас будет достаточно. Но вот не упустить, хочется сказать. Или не отложить какой-то вопрос, ну так типа решится оно само или само разберется. Нет, мои дорогие стрельцы, наступает время именно вашей активности и ваших решений. Вот посмотрите, как здорово, к чему приготовиться. Вы какой-то очень важный выбор делаете. Потому что от этого выбора, посмотрите, колесо фортуны. Вот сама фортуна зависит. И ведь фортуна – это победа. Это где-то удача. Но это еще и карта скорости, потому что успевать нужно. Тут вот нужно что-то именно не отложить на потом или, ну, пусть даже аккуратные какие-то шаги. Я бы сказала, с учетом всех карт. На всякий случай для себя какой-то запасной аэродром нужно всегда иметь. Если мы видим, что, нет, вот как-то не пошло, окей, можно вернуться и что-то переиграть. Но все же посмотрите, колесо фортуны и король пентаклей. Конечно, эта карта, ну, если мы говорим архетип карты, это человек, который консерватор. Это может быть с учетом еще и аркана император. Это тот человек, ну, который, допустим, как работник банка. Может быть, это иногда и та персона, которая именно либо в структурах каких-то работает и действует по закону. Но если мы отталкиваемся от консерватора, да, но это может быть человек, который занимает, опять же, какой-то пост, и он будет действовать так, ну, на что ему его полномочия позволяют. Возможно, вам придется вот так очень рационально, я бы сказала, методично, потому что, ну, где-то методика или какая-то точность, будем говорить, точный расчет, точный подсчет. Вам как будто тут по колесу фортуны, ну вот не избежать. Придется, тут не совсем про импульс, или точнее ни разу не про импульс. Да, может быть тяжеловато, может быть работы будет много. Иногда это карта усталости, и это будет где-то говорить, что придется ваш график пересмотреть, режим труда и отдыха. Может быть, это будет как раз режимом связано у кого-то как дополнительная занятость или какой-то дополнительный доход, который поначалу совмещать с основным, ну пусть это не для всех, но для кого-то, как будто с учетом колеса фортуны, как будто «а ты попробуй», говорят карты. Вот ты попробуй, потому что ты пока, ну как не вклинишься в это дело, или пока ты не сделаешь первые шаги, ты в этом не разберешься. Да, пусть, может быть, и много потребуется усилий, но тогда вы будете точно знать, стоит этим заниматься дальше или нет. А может быть, проучаствовав в каком-то деле, но это вот именно ваша должна быть в этом, ну, видеть вы должны какую-то свою перспективу, это факт. Не вот это по семерке жезлов, да, ну, какое-то предложение, которое, знаете, ну вот оно мелкое достаточно, или оно больше касается интересов кого-то другого. Поэтому, мои дорогие стрельцы, спрашивать у себя, скорее всего, придется. А мне от этого что я получу? Какие будут мои бонусы? Или, как минимум, меня это будет вдохновлять? Или какой эквивалент в финансах я тоже получу? Вы знаете, вот эта энергия, хотя я не исключаю, что для кого-то из вас люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии Земли. Иногда это наши близкие именно по королю Пентаклей. Близкие, может быть, и далекие родственники, но, значит, тут могут быть какие-то бумажные дела с документами связаны. У людей может тоже что-то происходить с учетом колеса фортуны, у них что-то меняется, и, может быть, и вам, даже если будет так сложновато, но оно как будто этого стоит. Вот что-то вам, как даже неожиданность сама по себе, да? Или пусть эта неожиданность, повторюсь, не в вашей жизни, а в жизни определенных людей, с которыми вы взаимодействуете. Но это будет оказывать влияние и на вас также. И это не только на июнь, я тут вижу, приготовься, что сейчас фортуна на твоей стороне. Возможно, такие энергии перейдут и на июль тоже. Как изменится ваша жизнь? Да тут будущее у вас на пороге. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. У кого-то по работе будут перемены в ваших планах, у кого-то и в личной жизни. Вообще хорошее настроение, потому что это и творчество, это и вдохновение. Это, знаете, мы как на душевном подъеме. А вы и так, мои дорогие оптимисты, ждите какого-то
как изменится ваша жизнь. Может быть, это будет связано с вопросами детей. Или все-таки Паш Пентакли – это как прилежный ученик, кому-то придется из вас обучаться. Может быть, пройти какие-то курсы, мы учимся. Или это будет как сама по себе бумага, опять же, какой-то документ. Иногда это вот как гонец, да, который нам приносит какую-то бумагу важную. И если мы говорим, как изменится ваша жизнь, это такой, знаете, пункт X, когда тысячу дорог сходятся в одной точке. Может быть, для кого-то как инициация, начало, как переломный момент будет связано с какой-то новостью. И я этого не исключаю. Да, посмотрите, ведь это карта заслуженного успеха. Вот я долго говорила как раз вот по этой позиции, да, когда и колесо фортуны вроде тут нужно подойти так очень рационально все же, да, и очень жизнеутверждающе, потому что король Пентакли это не про что-то экзальтированное, нет, это и про материализм, и что есть в конкретной жизни прямо сейчас. Это не совсем про мечту. Ну, я более того бы сказала, сложновато у этого человека с вдохновением, потому что он рассчитывает, он прошел чаще всего по этой карте человеку, у которого непростая жизнь. И то, чего он добился сам. Поэтому у него и, соответственно, взгляды на жизнь от собственного опыта. В вашей жизни могут быть такие люди, но ведь и вам как будто в этих энергиях быть необходимо. Карта шестерка мечей. Именно заслуженный успех. Вы делаете только первые шаги. Успех придет, но придет позже. И, может быть, для кого-то из вас это как до конца, вот дорога в будущее начинается именно в июне. Отдаленные события. Не обойдешься без ожидания, как будто, да, иногда я эту карту трактую как регламент, когда нам приходится дожидаться какой-то бумаги. Или когда мы хотим получить согласие, но для этого согласия нам пакет документов надо приготовить. Ну, давайте отдаленные события. Ну вот если на этот дуплет смотреть, то какие-то отношения будут продолжаться. Причем так стабильно, хорошо, уверенно, взаимным пониманием, карта любви сама по себе. А вот королева мечей, тут все-таки выбор присутствует. Присутствует выбор по пятерке жезлов. Вы знаете, вокруг вас и на последующие события будут постоянно вот как сопровождение информационного потока. Вот поток будет вас сопровождать. Будьте к этому готовы. А я часто называю эту карту информационного хаоса, потому что, да, там есть рациональное зерно, но могут быть какие-то фейки, какая-то сбивчивая информация. Вот вы знаете, мои дорогие стрельцы, в течение отдаленного будущего, до конца лета, может быть, и до конца года вы наводите порядок в своей жизни. Будет у вас тот момент, от чего-то вы будете отказываться. Причем действовать, ведь это прообраз Юдифи, будет такая ситуация в жизни, это отдаленное будущее. Когда вы так рационально, как будто сядете, подумаете, понимаете, что нет, вот я хочу быть счастливым, ну или счастливой. И есть определенные факторы, которые вам мешают. И, может быть, с этими факторами проститься вот так наотмашь не получается. И вам придется как будто что-то обходить. Искать придется, мои дорогие лазейки. И что вам будет помогать? Молчание. Когда какой-то проект вам придется осуществить именно самостоятельно, в одиночку. И чем меньше знают люди, тем вы спокойнее спите. Знает один человек, знает весь мир. Или обрастает какими-то досужими разговорами, а счастье и удача любят тишину. Вот по этой карте это особенно проигрывается. Поэтому рационализм, ведь это карта, по сути дела, интеллекта. Все мечевые карты – это всегда интеллект, работа мысли. Ее не обозначишь, да, вот эту работу мысли или интеллекта ни кубками, ни пентаклями, ну и не жезлами, конечно, да, импульсивность. Нет, вот тут именно где-то, может быть, и карты даже говорят, у тебя будут те вопросы, которые, может быть, и быстро не решатся, но твоя настойчивость тебе помогает. И приготовься к тому, вот как будто для любви, для изобилия, процветания, может быть, решения вопросов и где-то и по финансам, но, может быть, и по жилью. Десятка кубков все же иногда и о доме, именно о семье говорит, да, или о паре, или о продолжении, может быть, какого-то, ну, я не знаю, такого проекта, который имеет для вас смысл не однодневное что-то такое короткое, а именно открывает какие-то перспективы.
то это точно следует продолжать. Вот если мы говорим «дорога к успеху», заслуженный успех, вот вам вот в этом направлении, карта совет. Но выбор какой-то придется делать. Все то, что я говорила. Иногда я называю туз мечей выход из лабиринта. Вот у вас должен какой-то лабиринт закончиться, карта победителя выпадает. Кстати, не расслабишься. Потому что всегда карта говорит, ну, может быть, тебе и придется где-то так вот сложновато. Может быть, сложновато удерживать собственные импульсы, эмоции. Хотя ведь по десятке жезлов это иногда бывает тот период, когда нам еще сколько-то шагов нужно пройти, потому что мы должны что-то завершить, довести до ума, до логического конца. И тогда карта говорит, у тебя хватит и эмоциональных, и физических сил. Но я точно так же не исключаю с этой картой, что да, какая-то новость, какой-то поворотный момент, момент их X, когда и высшие силы вам помогают, может быть и конфигурация, как в пространстве. Я предполагаю, в середине месяца, поскольку у нас 15 июня новолуние в Близнецах, и нам даже звезды настаивают на том, чтобы мы приняли такую позицию, именно договариваться. Потому что Близнецы – это Меркурий, отвечает в первую очередь за коммуникацию. И я не исключаю, что мы можем даже в средствах массовой информации слышать что-то такое, знаете, как информация, которая может нас поначалу поставить в тупик. Поэтому, вот быть таким более гибким, более лояльным, не давить где-то, да, авторитетом придется, тогда больше получится, мои дорогие. Но так или иначе, воспользуйся выходом из всех жизненных тупиков и лабиринтов. Победа тебе как будто уже запланирована, прописана в твоей судьбе. Но к этому нужно грамотно подойти. Когда вы, может быть, одно дело сумеете довести до ума, вам придется это сохранять. Будьте к этому готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Интересный очень расклад получился, хотя я не могу сказать, что так все легко и просто. Но, пожалуй, в те именно периоды, когда у нас складывается какая-то непростая, может быть, и ситуация, но мы по-настоящему узнаем свою собственную силу. Вот вам полный вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества, за то, что вы мне пишете душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.